Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Это первый урок к дистанционному курсу «Волосок». Сегодня мы учимся правильно держать машинку и делать правильный штрих. Машинку мы держим 3 пальцами. Это большой, указательный и средний. 2 оставшихся пальца у нас всегда натягивают кожу, потому что волоски должны рисоваться по натянутой коже. Поэтому даже если вы рисуете на латексе, вам надо уже начинать привыкать ставить правильно пальцы, потому что вот обычно мизинцем, либо вот сразу 2 пальцами вот этими я натягиваю кожу, получается, вправо и влево другой рукой тоже, потому что она должна быть в 2 стороны натянута. И когда вот эти пальцы стоят, мизинец и безымянный, 3 оставшиеся, они двигают машинку. Причем толкающее движение совершает указательный палец. Машинка лежит на среднем пальце, а большой палец придерживает ее. Причем вот так всей своей поверхностью придерживает. Не вот таким образом, как многие держат ручку. Потому что если вы будете держать вот так, когда большой палец упирается в машинку, ваше движение будет заканчиваться на середине примерно. И окончание вашего штриха будет жестким таким втыком, и вы создадите полоску всегда, если это растушевка, и вы не сможете провести дальше, вам будет неудобно, если это волосок, потому что вы должны волосок рисовать от тонкого, усиливаться и опять к тонкому. Это такое плавное движение, настолько длинное, насколько позволяют ваши пальцы, ну и насколько это нужно на вашем рисунке. Поэтому вот у меня постановка рук вот такая. Безымянным пальцем и мизинцем я натягиваю кожу, то есть они тянут, там на них стоит наша вот эта двигающаяся часть. И оставшиеся 3 пальца двигают машинкой. Вы должны иметь возможность двигать в любую сторону, то есть и влево, и вправо, изгиб совершать, и вести на себя так, чтобы было удобно. Обычно неудобная постановка рук рождает такую тряску, дрожание. Сжимать сильно машинку тоже нет надобности, потому что когда вы очень сильно ее сжимаете, у вас начинает мелко дрожать рука, и от этого у вас получается вверх-вниз такое дрожание и, соответственно, пунктир, либо влево-вправо тоже такое вот подрагивание. Ваша линия должна быть максимально ровной, идеально ровной. Поэтому держим машинку легко, как я уже объяснила, вот таким образом и проводим линию на себя. Движение всегда на себя. Волоски мы будем на этом уроке рисовать обычные, прямые. Сейчас я покажу, какие правильные. Вы должны как бы гладить вашу поверхность. Это латекс в данном случае. На коже движение будет почти такое же. Единственное, что кожа она мягче. Поэтому о нажиме мы сейчас не говорим. Правильный волосок вы должны рисовать, когда вы самым кончиком иглы только находитесь в коже. Это движение единое, такое одно. То есть вы не делаете волоски вот таким образом, когда вы вошли и чиркаете, потому что есть риск, что в этой области у вас будет такая елочка, и это тонким волоском не заживет. Получается, вы примерно на одинаковом расстоянии друг от друга, на расстоянии несколько миллиметров, проводите волоски длиной в районе сантиметра. Начало вашего волоска должно быть тонким, то есть вы не втыкаетесь вот так вот резко и не начинаете двигаться. Вы должны плавно как бы гладя войти в латекс и также выйти. На деле он такой тонкий, что у него даже не видно утолщения, в принципе, но в коже вы это увидите. Первое задание ваше – это на одинаковом расстоянии нарисовать вот такие тонкие волоски одним движением. Волосок должен быть плотно прокрашен, он не должен состоять из точечек. То есть некоторые машинки рисуют на даже максимальной скорости такие точечки. Вам надо добиться, чтобы это была сплошная линия, потому что иначе он такими точечками и заживет, ваш волосок. Получается, вы должны провести волосок очень медленно, если ваша машинка рисует точками.
Такие машинки, как Биотек, допустим, надо ими рисовать на максимальной скорости, прям на очень большой, либо вести, считая в голове, примерно до 5-6 и заканчивать волосок. Ваша задача отследить, чтобы волоски были реально равномерно, однородно прокрашены. По отношению к поверхности ваша рука держит машинку вертикально. Игла только вертикально входит. Если вы войдете в кожу, допустим, вот под таким углом, слегка острым, то очень большой риск, что вы заглубитесь. Вот в момент входа в кожу и вообще, когда ведете, это неудобно, и вы можете заглубиться. Если вы будете вот плоско, как ручкой рисовать, когда игла чуть-чуть сбоку входит в кожу, то вы тоже нарисуете очень жесткую линию, она будет с подплывами, это неправильно, так не делайте. Только максимально вертикально ваша рука двигается, держит машинку. Вот такое первое задание. Очень тоненькие волоски сделать, стирать не надо. Мне надо без стирания увидеть, какой толщины ваш волосок. Вы проходите полностью ряд, возвращаетесь, фотографируете нарисованный ряд, возвращаетесь, и ваша задача следующая немножко усложняется. Вы должны попасть в каждый из нарисованных волосков и удлинить его примерно по 4-5 мм в начале и в конце. Это довольно сложно. Делается это для того, чтобы вы усилили волосок, если он где-то лег не очень равномерно. Вы должны немножко как бы помахать в воздухе, чтобы поймать направление, вот где волосок ваш будет лежать. И потом точно пройти в этом же самом волоске. Ваше движение должно быть такое же, только вы удлиняете волосок. Такое же уверенное вы должны прям точно в той же борозде пройти, не стирая. Каждый из волосков удлинить примерно, получается, в 2 раза. Вот когда я разговариваю, у меня получается линия дрожащая, немножко волнистая, поэтому это надо делать молча. Иногда я даже, когда это делаю на коже, я перестаю дышать, пока волосок не проведу, потому что рука реагирует даже на дыхание. Уже что говорить о разговорах. Вот такое первое задание. Некоторые волоски, которые плохо прорисовались, вы их усиливаете, исправляете, удлиняете. И все ваши волоски должны стать длиннее в 2 раза. Причем эта линия должна идти не рядом, не вилять, не прям вот рядом проходить, не с пробелом. Она должна точно находиться прям точно в той же самой борозде. То есть как будто бы вы и не рисовали до этого волосок, а как будто вы провели этот волосок с первого раза. Плавно входите, плавно выходите. Вот такое задание.